Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео мы свяжем красивый узор. Это ажурные дорожки. Узор подойдет для разного рода изделия. Можно связать футболку, платье, легкий летний свитерочек. Так вот он выглядит с лицевой стороны. Он немножечко пружинит. Изнаночная сторона. Узор очень легкий, легко вяжется. Рабочий всего 2 ряда. Значит, раппорт узора составляет 7 петель и плюс 2 петли в конце ряда для симметрии. В высоту узор вяжется 4 ряда. Образец этот у меня связан спицами 4 миллиметра. Ниточка здесь у меня картопу. Для образца, который я сейчас буду вязать, я наберу 2 раппорта плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. У нас получится 18 петель. Я вязать буду из ниточки Alize Bella. Спицы буду использовать 3,5 миллиметра. Провяжу один изнаночный ряд. В дальнейшем считать мы его не будем. Узор вяжется в лицевом ряду. В изнаночном ряду петли мы провязываем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными. Узор можно использовать как самостоятельный, так можно комбинировать с другими узорами. Можно связать разноцветной ниточкой, полосочками, вертикально, горизонтально, кому как нравится. Итак, первый ряд нашего узора. Первую петлю мы снимаем. Далее у нас идет 2 изнаночные. 2 лицевые. Далее у нас накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это был первый раппорт. И повторяем с первой петли 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И теперь 2 петли, которые мы вяжем для симметрии. 2 изнаночные и кромочная. Второй изнаночный ряд. Петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Так, третий ряд. Кромочную снимаем. Далее 2 изнаночные. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Переворачиваем петли на спицы. Таким образом. Спицу вводим снизу вверх и вывязываем петлю. Далее лицевая, накид, 2 лицевые. И повторяем еще раз раппорт. 2 изнаночные. Следующие провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Также переворачиваем петли. Спицу вводим снизу вверх и вывязываем петлю. Далее лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная. 4-й изнаночный ряд. Петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Вот из этих 4 рядов состоит такой красивый узор. И провязав самостоятельно еще нужное количество рядов, повторяя этот раппорт, у вас получится вот такой красивый узор ажурные дорожки. Так он выглядит с лицевой стороны и с изнаночной. Здесь нитка более потолще, он более фактурней. Здесь нитка тоньше, он такой рыхлый. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Я желаю вам хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!